Привет, друзья! Вы на канале Ирен Адлер. Специально снимаю заставку к этому видео вот здесь, в аутлете. Видео, конечно, будет не про аутлет, а про коллекционерские находки и открытия. Просто здесь очень красиво. Началась уже рождественская подготовка. Кое-кто уже покупает подарки, ну и настроение от этого улучшается. Итак, друзья, я сегодня покажу вам новые украшения, новые находки и привяжу их к своим коллекционерским историям, то есть к тем украшениям, которые я коллекционирую. Поэтому про них рассказываю. Если вы не видели мое видео о последних коллекционерских историях, посмотрите, потому что сегодня будет, как бы так можно сказать, ее продолжение. Потому что у меня коллекция украшений одна и та же. Вот. И первая брошь, которую я хочу вам показать, вот эта чешская красавица. И маркировка у нее 187. Возможно, что вы встречали уже такие броши. Маркировки у них бывают разные. Вот такие вот числовые, я имею в виду. Вот эта маркировка стоит. И у меня есть несколько брошей с такой маркировкой 187. Вообще в сообществах часто идут разговоры на тему, что бы это значило, что означает эта маркировка. Но мне кажется, что так и не пришли к общей мысли по этому поводу, потому как маркировали номерами украшения в Нойгаблонце. Я об этом упоминала в своем видео о чешской бижутерии и судетских немцах, которые были изгнаны в Германию. Так вот, напомню вам, что там немецкие мастерские не имели права носить имя мастера, а каждая мастерская существовала, каждое производство имело свой номер. И по этим номерам сейчас часто определяют эти броши. Но дело в том, что эти номера не относятся, даже не знаю, как вам это объяснить, как могут номера одни не относиться к другим, да. Я просто знаю, что эта брошь, это чешская брошь первой Чехословацкой республики, то есть периода 20-30-х годов. То есть это явно не маркировка Нойгаблонца, а маркировка еще тех времен Чехословакии. Вот, поэтому, что она означает, так никто и не знает. Очень многие коллекционеры выставляют фотографии брошей именно под номером 187. Я начала предполагать, что это броши похожего дизайна, знаете ли, то есть номер дизайна, но не знаю, что вы думаете по этому поводу. Пишите, может быть, у вас есть какие-то сведения. Иногда в группе про украшения Найгер я даже видела, что этот номер приписывают украшениям Найгера. То есть если это число стоит на броши, то это как дополнительное подтверждение. Но я так не считаю, никакого отношения это число не имеет к Найгерам. Так что это уже, конечно, домыслы. Такие вот броши у меня под номером 187. Если у вас есть тоже броши этого номера с такой маркировкой, поделитесь, как они выглядят, похожи ли они на эти по дизайну или нет. Напишите, что вы думаете по этому поводу, как вы считаете, что это все обозначает. И так как я уже затронула тему Найгера,
Найгеров, так сказать. Я ее продолжу. В прошлом своем коллекционерском видео я показывала вам вот эти два украшения и говорила, что я неожиданно нашла в группе коллекционеров украшений Найгеров подтверждение тому, что эти работы принадлежат их мастерской. Вы знаете, я до сих пор в этом не уверена, и я все-таки пытаюсь сделать видео, посвященное братьям Найгерам. Все, что я накопала, так сказать, за многие месяцы моих исследований. Вот эту брошку атрибутировали Найгером не только в этой группе, но и на коллекционерской выставке, на которой я как-то была, тоже у меня есть об этом видео. Ну и зачем я вам это все показываю? А вот почему. Я нашла вот такое потрясающее, волшебное просто, на мой взгляд, колье. Смотрите, как оно выглядит. И это колье идентично вот этому бантику. У них одинаковая цепочка, одинаковые замочки, и изнанка у них тоже одинаковая. Посмотрите, видите здесь, какие есть украшения на изнаночной стороне. И у этого бантика они тоже есть. Видите, какая здесь изнанка и здесь. Очень похожая. То есть тоже украшенная изнанка. Ну и, конечно же, само собой, почему еще показываю эту брошь? Потому что колье выполнено в таком же стиле, как и брошь. Видите? Вот. То есть они как будто бы из одной коллекции. Так что, если следите за логикой вот этих всех моих рассуждений, кто, где и как атрибутировали вот эти изделия, то можно сказать, что вот это колье это тоже найгеровское. Но, друзья, я не утверждаю это стопроцентно, естественно, я не могу это утверждать. Впрочем, я думаю, что это даже не может утверждать Музей стекла и бижутерии в Яблонце над Нисой, потому что у них там представлены украшения найгеров исключительно египетской и китайской коллекции. Вот такого дизайна. А этого дизайна у них в музее нет. Ну, историю о найгерах оставим пока на будущее. Я думаю, что все-таки свои какие-то исследования и мысли по этому поводу я как-нибудь расскажу. Ну и перехожу к своей любимой части коллекции, это броши Морена. Я тоже нашла 4 вот таких малышки для своей коллекции. Но здесь кроется одно большое открытие. В общем-то, эти броши маленькие, они выполнены в том же дизайне, в очень похожем. И с очень похожих материалов, как и броши Морена. Поэтому я, не задумываясь, их купила. Это броши в стиле арт-деко. И материалы абсолютно используются такие же самые. Но первую брошь я нашла вот эту с янтарем. Дело в том, что я никогда не видела броши Морена с янтарем. Ну и вообще с какими-то поделочными камнями, отличными от перламутра и жемчуга. Ну и, пожалуй, может быть, черного оникса. Вот. То есть эта брошь была, ну знаете как, явная Морена. Ну вот с янтарем я не могла предположить, что такие существуют. Сколько я пересмотрела
коллекций, коллекционерских украшений в интернете, нигде не видела с янтарем. Поэтому, знаете как, ну, явная Марена, но с янтарем. Все открылось, когда я увидела маркировку. Здесь присутствует маркировка Art Deco by E. Kohler, Handmade in Austria. Вот тут меня вообще, знаете, как не просто смешанные чувства охватили, а просто какой-то когнитивный диссонанс, потому что я считала, что такие броши могут быть только Марена, а оказывается, их делал еще вот такой вот бренд австрийский E. Kohler. Я, естественно, пошла гуглить и нашла информацию, что украшение Элизабет Коллер, это австрийская дизайнерка, тоже выпускала она под своим брендом эти броши в то же самое время, что и Марена. Где они вместе покупали материалы, или они были как-то связаны, производители бренда Марена и Элизабет Коллер, я не знаю. В интернете я нашла информацию об Элизабет Коллер. Она действительно в 80-е и 90-е выпускала броши в стиле арт-деко с использованием австрийских кристаллов, натуральных камней. И все это было покрыто 18-каратным золотом. Все это было то же самое, что и заявлял бренд Марена, за исключением одного. Марена не использовала в таком количестве натуральные камни, как Элизабет Коллер. В моих маленьких находках вот вы видите янтарь, потом такая зеленоватая яшма, на мой взгляд. Ну, по крайней мере, мне кажется, это похоже на яшму. Черный похож на оникс. Броши Элизабет Коллер не всегда имеют маркировку. Даже очень часто они не имеют маркировку. Из этих двух малышек две без маркировки. На одной есть маркировка Art Deco только. И только на янтарной брошке есть полная маркировка. Вот так вот получается, что эти броши можно идентифицировать только по внешнему виду. В 2006 году Элизабет Коллер купила дочернюю фирму бренда Ciro. Это тоже ювелирный бренд. И сейчас она работает под этим именем. Есть сайт этих украшений. Конечно же, там совершенно нет подобного ничего этим брошам. Это уже современный дизайн бижутерии, наверняка высокого качества. Но это совершенно другие уже украшения. Насколько этот бренд успешен или нет, я не знаю. Ну вот он существует. И тут, на мой взгляд, начинается интересная часть этого видео, потому как в моей коллекции брошей Марена есть две без маркировки, которые по виду вообще никак не отличаются от настоящих Марен, просто у них нет клейма. Ну вот и все. Вот так вот она выглядит, причем одна брошь с перламутром, вот это побольше размером, она прям один в один отвечает дизайном мареновским. А вот брошь с цепочками, она с агатом. Видите, в ней вот этот срез агатовый присутствует. Тогда, когда я ее покупала, я помню, тоже очень удивилась. Ну, как-то это я не сакцентировала на этом внимание. Ну, подумала, ну, бывает агаты. Никогда тоже не видела в маренах агатовые срезы. Ну, а тут есть. Но то, что это марена, у меня сомнений не было. Ну, теперь все стало на свои места. Эти две броши без маркировки
оказались, естественно, бренда Elizabeth Collier. Есть еще одно доказательство. Это петелька для цепочки. Видите, у них у всех одинаковая петелька. На брошах Марены петелька для подвески на цепочку выглядит совсем другая, и часто их бывает две. То есть, чтобы брошь не перекосилась на цепочке, у нее есть две петельки. Но даже если она одна, то выглядят они совершенно по-другому. Вот таким образом эта моя коллекция разделилась как бы на две части. Теперь я все эти годы предполагала, что у меня броши Марена, а теперь у меня эта коллекция оказалась половина Марены, вторая часть это Elizabeth Collier. И у меня, конечно, в голове очень много вопросов, как, почему эти бренды существовали в одно и то же время. Можно сказать, они существовали на одной и той же территории, потому что немецкий бренд Марена находится в Баварии, зарегистрирован в Аугсбурге. Это соседний регион с Австрией, то есть можно сказать, что они соседи. То ли эти два бренда сотрудничали, то ли они знали друг друга, то ли они у одного производителя покупали фурнитуру всю для производства. В общем, на эти все вопросы у меня ответов нет. И я надеюсь, что в своих исследованиях я когда-то что-то из этих вопросов проясню. На сегодня это все, что я хотела вам рассказать. Я надеюсь, эти новые находки вам понравились. Пишите ответы на все вопросы, которые я задала в этом видео. Такие видео мне нравятся тем, что они порождают не только открытия, но и новые вызовы. Знаете, вместе с этими вопросами начинаешь копаться во всей истории, выяснять все и приходишь к каким-то интересным новым фактам. Ну, а мы встретимся с вами в следующем видео. Я надеюсь, вы подписаны на мой канал. Пишите комментарии, я все их читаю, на все отвечаю. Давайте будем делиться своими находками и знаниями. Всем хорошего дня. До встречи в следующем видео.